Здравствуйте, дорогие друзья, участники четвертого международного фестиваля кино и телевидения «Киносвет». Я рад вас приветствовать. И сегодня мы встречаемся с удивительным человеком. Для нас это не просто мастер, для нас это наставник, человек, который помогает нам понять детей лучше, человек, который помогает нам соприкоснуться с собой и сделать наш фестиваль светлее. Я представляю вам Марину Замшарифовну Таргакову, которая сегодня поделится с нами, наверное, одним из самых главных, что должен понять человек, это свой путь, то, ради чего он пришел сюда, на эту землю, и как этот путь пройти достойно. Здравствуйте, Марина Замшарифовна, я очень рад вас приветствовать. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, ребята. Я просто очень счастлива, что вы меня пригласили. Вообще-то я должна была быть в это время в Минске и должна была со всеми с вами увидеться вживую. И, конечно, вот такой усеченный формат, он, конечно, я не могу вас обнять, я не могу вообще с каждым с вами чай попить, но я точно знаю, что все те люди, которые хотят услышать друг друга, хотят соприкоснуться с друг другом, они находят возможности. А те, кто, ну, как бы такой вот печальный по своей жизни, такой вот, знаете, пессимист, он будет искать причину, ну вот, должно было бы так, а вот теперь не так. Вот, поэтому мы с вами, я думаю, так как это фестиваль «Киносвет», мы должны зажечь свет сначала внутри себя и порадоваться тому, что мы вообще можем соприкоснуться. Поэтому я вас всех приветствую. Здорово. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что вы можете писать свои вопросы, комментарии под этим видео, и мы будем их зачитывать здесь. Я с большим удовольствием задам эти вопросы Марине Замшарифовне от вас. Сейчас мы начнем, и сегодня наша тема «Как понять свое предназначение». Я думаю, что этот вопрос, он актуален не только для детей, для подростков, и многие взрослые с этим соприкасаются. И поэтому хочется для начала понять, что же такое предназначение, что оно из себя представляет. Ну, мне кажется, для начала надо познакомиться, и я хочу в качестве знакомства, потому что а с чего ради должны слушать какую-то вот женщину, почему она решила, что она специалист предназначения. Я сразу хочу сказать, что я не такой, чтобы прямо вот эксперт в этом. Я, во всяком случае, а, просто сама вдохновлена и хочу поделиться вдохновением, чтобы можно было прожить жизнь с вдохновением. Знаете, легко быть вдохновленным, когда тебе 18 лет, 20 лет, да? Но когда мы видим вдохновленных 100-летних людей, 90-летних людей, мы тогда понимаем, о да, здесь есть чему поучиться, потому что человек сохранил это все и приумножил. И вот я хочу сейчас с вами ну, вспомнить вместе, как это со мной приключилось, как я искала свое предназначение. И само слово «предназначение», оно очень необычное, согласитесь? Вот если мы вдумаемся в смысл слова, потому что в словах уже заложена разгадка. Предназначение – это то, что нам предназначено, уже назначено. И мы с вами перебираем, а нам с вами нужно раскрыть, что же мне предназначено свыше. Если вы посмотрите на эту природу, то вы увидите, что здесь все очень закономерно. Например, вы не сможете, конечно, в фильме «12 месяцев» в мультфильме было такое, что все времена года пришли, так сказать, в один день. Но, в общем-то, мы видим, что за летом последует осень, потом последует зима, потом последует весна, и сначала будут почки, потом будут листочки, потом будут плоды, потом будут, да, то есть вот все здесь взаимосвязано. И мы не ведем зайца к психотерапевту, потому что он боится. Мы понимаем, это природа зайца быть таким вот трусишкой. Мы не переживаем по этому поводу. Мы не гневаемся за тигра, который просто разрывает свою добычу, потому что мы понимаем, что это природа тигра. Но что самое поразительное, что вот именно только у людей, у которых, казалось бы, разум гораздо более высокого полета, но у людей возникают проблемы. Что мне делать? Кто я такой? Зачем? И человек начинает думать, вот то ли дело Маша из соседнего подъезда. Вот если бы у меня была такая вот фигура, как у Маши, а разум, как у Саши, а родители, как у Даши,
а возможности, как у Сережи. Ох, я б тогда так, ого, как расцвел бы. И вот это качество, которое присуще только людям, это зависть, оно не дает возможности раскрыться предназначению. Потому что у каждого из нас уже есть то, чем мы богаты. Богаты от Бога. Знаете, есть такой священный трактат Бхагавад-гита. И там говорится, что Господь – это талант в человеке. Там не говорится, я талант в мудрецах или я талант в избранных. Нет, там написано, я талант в человеке. Не я, это Господь талант в человеке. И если вы человек, ну проверьте себя, ущипните. Человек, значит, у вас есть талант. И теперь наша задача его раскрыть. И вот я помню, когда я была, еще не закончила школу, я тоже, конечно, примеряла к себе разные профессии, разные, хотела, кем же я буду полезна этому обществу. И, конечно же, мне хотелось быть полезной по-разному. Сначала мне хотелось быть полезной как космонавт. Раньше так было у всех, знаете, все мы хотели быть героями, космонавтами. Не знаю, я помню, мы изучали всякие такие истории геройские о том, как генерала Карбышева фашисты обливали водой, и он замерз прямо на улице, но не сдался. Я себя проверяла, а ты бы смогла выстоять вот так под холодной водой? А вот ты бы замерзла, ты бы смогла? Или там Зоя Космодемьянская, ей там под ногти иголки вставляли. А ты бы выдала тайну, если бы вот так было. То есть я все-таки себя воспитывала, хотела стать героем. Вот, потом подумала, ну, сейчас как бы не время войны, сейчас можно как-то по-другому вообще проявлять геройство, да. Подумала, кем я могу быть полезной. И подумала, журналисткой. Вот журналисты, они тоже в самые горячие точки едут, они ведут репортажи, и у них бесстрашие есть такое. То есть мне хотелось именно помогать людям. И я вам хочу сказать, что у каждого из нас, каждого человека в глубине души есть желание быть полезным. Это наша суть. И вот теперь наша с вами задача найти, а через что я могу быть полезным? Потому что кто-то может быть полезным, готовя кушать. Кто-то может быть полезным, снимая кино. Вот вы, например, же сейчас на фестивале «Киносвет», это означает, что у вас какой-то намек уже есть. Вы уже хотите что-то такое светлое нести, снимать кино, но не такое кино, которое просто будет развлекать людей. Это тоже прикольно. Но кино, которое человек скажет, надо же, я хочу жить лучше, я хочу стать чище. Вот если вы сможете нести такое кино, это, конечно, ну просто потрясающе. Кто-то может нести, будет мамой большой семьи, да, и это тоже предназначение. То есть у каждого есть свое предназначение. Кто-то учительствовать будет, кто-то священнослужителем будет, а кто-то, правда, космонавтом станет. И вы знаете, ведь так много всего, и молодость, она дается до возможности попробовать. Попробовать во всем, а потом в чем-то углубиться. Потому что человек, который по вершкам, он нигде не состоится. Нужно стать глубоким человеком для того, чтобы раскрыть это тайна предназначения. Вот я так заезжаю пока. Да, спасибо вам большое. Я уже столько интересного и важного для себя услышал. Надеюсь, что наши участники тоже отмечают. Пожалуйста, пишите в комментарии, чтобы мы понимали, что мы отвечаем, может быть, на какие-то ваши внутренние запросы. Вот, озвучивайте эти запросы. Марина Замшарифовна, вы сказали такую вещь с самого начала, да, что предназначение – это предназначено. И потом раскрыли, что предназначено Богом. Получается, у каждого из нас оно есть предназначение. И не то, что мы должны его где-то взять, а мы должны его даже не то, что найти, пойти подобрать где-то и присвоить себе, а мы должны его раскрыть в себе. То есть это, получается, для нас это некая тайна, которую нам стоит познать в этой жизни. Правильно я понял, услышал вас? Да, видите ли, к сожалению, современных людей учат таким образом, что я счастье снаружи получу, все снаружи. Это
это счастье под названием обладание. То есть я хочу обладать определенной внешностью, хочу обладать определенной машиной, хочу обладать квартирой, обладать людьми какими-то в подчинении и так далее. То есть все мое как бы счастье ходит снаружи. И это поразительно, что людей пускают не по тому маршруту. И огромное, я сама еще и психотерапевт. И огромное количество людей, которые уже обладают вот всем, деньгами, властью, я не знаю, ну, а, положением, а в итоге они остаются одинокими несчастными людьми, которые ходят по психотерапевтам и тратят колоссальное количество денег для того, чтобы лечиться в неврологических клиниках. Поэтому очень важно понять, что все счастье, любовь, дружба, предназначение, все самое ценное сокрыто у нас в сердце, и должны создаться определенные условия, к которым я имею непосредственное отношение. То есть не опять кто-то мне должен это создать. Нет. Вот, например, вы сейчас пришли на фестиваль «Киносвет», и уже какие-то условия созданы. Например, идет трансляция, и вам говорят: ребята, пишите, пожалуйста. Но кто-то будет писать, а кто-то вот так просидит такой скованный и будет думать, то ли вот это спросить, то ли вот это спросить, ой, ничего не буду спрашивать, ой, ну ладно. То есть фактически вы не используете это, и это только вы решаете. Поэтому, пожалуйста, давайте искать разгадку тайны своего рождения. Здорово. Искать разгадку тайны своего рождения. На открытии к нам пришел Илья Ларионов и показал несколько, волшебных, просто непонятных фокусов. И мне показалось, он таким образом, как бы вдохновил нас, и у нас практически в каждый день проявляется какое-то волшебство. И даже сейчас вот вы говорите, найти тайну своего рождения. Это же волшебно. Разве это не смысл жизни? Я Получается. даже хочу сейчас, чтобы каждый из нас проявил какое-то волшебство. Например, вы никогда не писали. Для вас это такое вообще, это просто за гранью фантастики усилия, это просто, как бы выход из самого себя. Вот проявите это волшебство самим собой. Возьмите и напишите. Возьмите и сделайте этот шаг. И это будет ваше маленькое чудо. Видите, нам уже сейчас можно сделать вот эти шаги в этом направлении понимания себя. Спасибо вам большое, что вы помогаете нам в этом разобраться. Еще вы такую очень важную фразу сказали, надеюсь, что она не только в меня вошла, но и еще кому-то помогло. Вы процитировали слова Господа, где Он говорит, что «Я талант в человеке». А может быть такое, вот нам даже вопрос пришел от Булата, а что если мы не найдем предназначение? То есть может быть такое, что человек родился, а у него нет таланта, Господь обделил его или как-то вот так? Нет, Господь не жадный. Он на самом деле это самый главный наш друг. И если вы, знаете, я всегда говорю, учу всех своих студентов практике, положа руку на сердце. Вот положа руку на сердце, потому что Господь живет в сердце. У него есть много мест обитания, но в том числе в нашем сердце, в сердце каждого живого существа. И вы скажете: дорогой Господь, я так волнуюсь, что вдруг я не найду предназначение. Помоги мне, пожалуйста, ты же мой лучший. Поверьте, на искреннюю просьбу Господь отреагирует сразу же. Вот вы увидите. Мгм. Удивительно, Господь истинный друг. Так, все расширяется и расширяется понимание. А, а как все-таки вот понять его это предназначение? Мы вот сейчас услышали, что оно есть, да, что Господь не жадный, у каждого из нас есть таланты, и все вокруг следует своему предназначению. Ведь действительно, мы вчера приводили пример с ручкой, ведь у ручки есть определенное предназначение. У стакана, стол, стул, у всего в этом мире есть свое предназначение. Получается, даже если логически просто размышлять, получается, что у человека обязательно оно есть, это предназначение. И вот Георгий нам написал, а как же все-таки узнать свое предназначение? То есть что важно сделать? Спасибо большое, Георгий, за ваш вопрос. Опять-таки я буду опираться на Священное Писание, потому что Священное Писание
это не, знаете, вот все, что мы читаем в этом мире, очень часто бывает просто как «дай моде», «на злобу дня» и так далее. Но Священное Писание– это мудрость, которая сквозь тысячелетия остается неизменно глубокой, неизменно обновляющей, неизменно трансформирующей. Поэтому я буду опираться и в Бхагавад-гите. Господь описывает 4 типа разума, 4 Мгм. типа совершенно разных, ну, как бы талантов, а, которыми Он наделил людей. И поэтому нам нужно разобраться, какой из 4, так сказать, вот, форм разума мой разум ближе. Потому что у ребенка не всегда можно сразу понять, потому что, в процессе, формирования, созревания разума это становится более отчетливо понятно. Но в общем-то, даже уже в школе можно понять, вот, куда ты больше склонен. Итак, первая форма разума– это разум, учителя, разум целителя, разум, человека, который во всем многообразии того, что есть, он ищет истину, он ищет знания, и он хочет помогать другим тоже получать эти знания. То есть, как правило, такие люди идут в помогающие профессии, такие как учителя, священники, врачи, а, ну, психотерапевты, например, да. То есть это люди, например, ну, как они миротворцы, то есть, это люди по своей природе, такие, которые вносят мир кругом. Вот они приходят, и вместе с ними приходит мир. С ними не приходит взвинченность, с ними не приходит просто, знаете, какое-то эмоциональное вот такое беспокойство. А они, наоборот, как-то вот смотрят, и у них очень много в душе сострадания. И они смотрят глазами помощи, как бы я мог помочь человеку умиротворить его, дать ему знания, открыть ему. Такие люди, вот это один тип разума. То есть они терпеливы от природы, более терпеливы, они более смиренны от природы, они более сострадательны от природы, они легко прощают от природы. То есть вот, вот такой тип разума. Второй тип разума совершенно другой. Это тип разума руководителей. То есть вот, например, если вы читали, когда-то раньше были падишахи, были такие, знаете, цари, и у них всегда были советчики. Советчики– это был первый тип разума. Первый тип разума, они не заинтересованы во власти, им не хочется властвовать, им хочется хранить, сохранить, созидать, вот они способны умиротворить. Но если вы видите руководителя большого ранга, это второй тип разума. Итак, первый тип разума символизирует голову. Голова общества– это люди бескорыстные, добрые, щедрые, сострадательные. И это люди, которые не заинтересованы во власти, они заинтересованы в помощи людям. Второй тип людей– это мы видим руководители этого мира. Руководители самого разного звена, начиная от президентов, царей, заканчивая руководителями компаний. То есть это другой тип разума. Этот разум, который очень чутко, очень болезненно реагирует на несправедливость. То есть он просто, у него внутри желание защищать. У него внутри он герой по своей природе. То есть первый миротворец, второй герой. Это тот, который вносит в общество трансформации, перемены. Он не боится этого, он не боится власти, он не боится рисковать, он не боится, когда сложности приходят. Мало того, когда приходят сложности, его разум действует наилучшим образом. Вот вы себе примеряете. То есть такой человек не расстраивается, когда приходят трудности. Он, наоборот, собирается и думает: трудности? Здорово, сейчас будем их решать. То есть это вот такой вот тип. Мало того, эти люди, которые способны не только самого себя тонизировать, да, но они способны тонизировать всех вокруг. Почему они руководители? Да потому что их слушаются. То есть вот обратите внимание, когда вы говорите, вас слушаются, или вы, наоборот, расстроены, вас не слушаются, вы думаете, ну вот
что это такое, вот я им еще покажу. Нет, вот руководители их сразу слушаются, начиная с детского сада. Это очень видно. Обычно они очень, ну как, беспокойные люди для родителей, беспокойные дети. Потому что родители не могут с ними сладить, потому что они даже пытаются родителями руководить. Это, знаете, один случай такой расскажу. У меня подруга, у нее сын, его зовут Тимур, и, значит, сейчас у него уже семья есть, все нормально. Но тогда ему было лет 12. И вот она мне звонит и говорит, вы представляете, говорит, я сегодня говорю, Тимур, нужно убраться в квартире, генеральную уборку. У нас сегодня с тобой по плану генеральная уборка. Он говорит, мам, секунду. И выскочил на улицу. А я ему кричу, куда ты? Я же сказала уборка. Мама, я сейчас вернусь. И приходит с ватагой пацанов. Она говорит, что такое? Я не пойму. Тимур, ты понял, что у нас сегодня уборка? Он говорит, да, понял, мама. Пацаны, у нас сегодня уборка. Она говорит, да как тебе не стыдно? Ребята вышли на улицу, ты их... Мама, готовь, пожалуйста, нам обед вкусный. И он говорит, так, ты, значит, окна, ты там то, ты сё. И сам ходит, всех вдохновляет. Ну ты молодец, слушай, какой ты это. Мама, ты там пирожки еще зажарь. И, в общем, он руководил всем этим процессом. Все в итоге все вымыли. Потом был прекрасный обед. И все дети в конце сказали, когда следующая уборка. То есть все остались очень счастливы. Она говорит, я не знаю, как на это реагировать, она мне звонит. Это что за эксплуатация? Я говорю, это не эксплуатация, это парень, руководитель. Кто-то был недовольный и несчастный в результате. Она говорит, нет, все были счастливы. Я говорю, это настоящий руководитель. Потому что руководитель видит таланты других людей и очень легко раскрывает. Но руководитель по своей природе, он такой, он любит хвастаться немного, любит славу. Он любит, вот он когда заходит, сразу видит самое почетное место и прям туда метит. Ну, то есть по природе такой человек, его даже за это не осуждается. Но он знает свои слабости, потому что он не очень контролирует свои эмоции, поэтому он может в гнев впадать, в политику туда влазить постоянно, и поэтому ему нужен первый тип. Все руководители слушают мудрецов. И если руководители не слушают мудрецов, войны неизбежны в этом мире. Обратите внимание, сейчас мудрецов мало кто слушает. Поэтому в этом мире мы бряцаем оружием, мы ведем гонку вооружений в погоне за миром. Это абсурд, полный абсурд. Потому что вот эти самые воины перестали слушать мудрецов. А почему перестали слушать мудрецов? Потому что мудрецы перестают быть бескорыстными. Вот, видите, какая, видите, задача в мире стоит. Третий тип разума. Вообще вы следите нормально? Да, у нас Да. уже вопросы есть по этому типу. Здорово, это показатель того, что мы идем правильным путем. Третий тип разума – это разум торговца, то есть это разум бизнесмена. Это совершенно другой тип разума. То есть такие люди, они видят все глазами ресурсов. Они очень легко видят, как можно использовать все, чтобы увеличить, распространить, расширить. То есть это их тип разума такой. Они видят выгоду. Они во всем видят выгоду. Мало того, они такие хитрые по природе своей. И эта хитрость, вот если для первого типа мудрецов, если мудрец хитрый, это не мудрец. Мудрец, он абсолютно бескорыстный. Но у этого, 2 пишем, 5 на ум пошло, это норма для них. Он постоянно хочет чем-то меняться, это те люди, которые наладят первыми великий шелковый путь, он скажет, так, здесь много пшеницы, а здесь недостаток картошки, давайте вот наладим это все. Ну, то есть такие люди, они самые богатые люди, кстати сказать. Не мудрецы самые богатые, и даже не руководители самые богатые. Руководители берут налоги вот с этих бизнесменов, и за счет этого казна государственная и так далее раскручивается. А эти, они очень хорошо открывают разные фермерские хозяйства, они очень хорошо, это разные банки, всю экономику, короче, вся экономика, вот все то, что мы видим сейчас. Кстати, сейчас во главе государства стоят вот этот тип в основном. Но это неправильно. Потому что, если помните, мы говорили про второй тип, что для них справедливость очень важна. У этих не так важна справедливость. У них важна выгода. Это их природа. Но если
руководство страны, или представьте себе министр здравоохранения с менталитетом выгоды. Как он будет смотреть на пациента? Это, как говорят, тогда было бы здорово, чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали, да, потому что, ну, мы с них деньги качаем и так далее. Ну, то есть это извращенно будет все. Но внутри своего, вот, ну, так сказать, коридора, они просто будут очень счастливыми и удачливыми. Кстати, такие люди, они очень способны к пожертвованию, бескорыстию тоже. Они богатые, но они готовы заботиться о других. И четвертый тип – это тип, который несколько вещей для них очень важны. Первое – они способны созидать красоту. То есть, например, вот царь хочет красивый дворец, а вот четвертый тип может создать этот красивый дворец. Он может его построить, красивый дворец. Он может увидеть его во всех деталях, начертить четко, ну, как бы он умеет делать руками, он очень, если первый тип, он способен как бы общаться с сознанием человека. Второй тип, он способен видеть качество людей и занимать их служением. Третий тип, он очень четко видит ресурсы. А вот этот вот, он очень хорошо общается с материей. Он ее может преобразовывать. Это может быть, человек может быть декоратором, человек может быть, он руками все хорошо делает. Стоматологом прекрасно может быть, хирургом может быть, человек может быть музыкантом, человек может быть помощником всем остальным трем прекрасным помощникам. Но для него конечная ответственность он не хочет брать. То есть первые три типа могут брать на себя ответственность, а четвертый он говорит, нет, давайте вот это, вот вы будете главным. Потому что я, ну как бы, если меня спросят, кто тут виноват, первый скажет, это моя ответственность, а вот эти люди нет. То есть вот, и, конечно же, забегая вперед, я знаю, что многие люди скажут, а если у меня есть немного всего по чуть-чуть, и я не понимаю, кто я и так далее, то есть… Да, именно такие вопросы и пишут. Понятное дело, что, знаете, яркая природа сейчас очень мало у кого есть, и сейчас очень много таких смешанных. Поэтому сейчас первое, что ответьте себе на вопрос, что вы можете делать бесконечно долго, даже если вам за это платить деньги не будут. Вот сразу очень много всего спадет. Вот. Второе, очень важно для того, чтобы вы действительно проявилось ваше предназначение, встреча с учителями, с наставниками. Только рядом с мастером растет подмастерье. Без таких взаимоотношений просто теоретически размышляет, так, я, наверное, бизнесмен. Да не, наверное, я учитель. Да не, я руководитель, это точно руководитель, и красоту могу создать и так далее. Можем перебирать в голове очень долго, но это не принесет пользы. Поэтому ищите. Во-первых, нужно получать знания глубокие, потому что с природой каждому, как бесплатное приложение, есть его обязанности. Например, учитель, у него есть свои обязанности. И могу ли я следовать этим обязанностям? Не просто мне нравится вот так вот, как было бы здорово, если бы я был президентом. Да, но у вас есть обязанности, требования с вас будут серьезные. И не просто требования этого государства, требования от Бога. Это совершенно другие требования. Поэтому в той же самой Бхагавад-гите говорится, лучше заниматься несовершенным образом, выполнять свои обязанности, чем совершенным чужие. Почему? Никогда человек не будет счастлив, если он будет выполнять чужие обязанности. Спасибо большое. Мне кажется, это так уже так глубоко, что можно в это только погружаться и погружаться. Хочется сейчас чуть-чуть подвести вот промежуточный итог, чтобы понять, что мы услышали. То есть предназначение может раскрыться в зависимости от типа разума, да, от природы человека. И оно проявляется в 4 вещах. Да? Мы сказали, это природа учитель, целитель, то есть некий такой миротворец. Это руководитель, герой, да, и для него важна вот справедливость, важна. Это торговец, бизнесмен. У них есть, как я понял, есть положительная, есть негативная черта. Негативная – это то, что желание выгоды, а положительное – то, что они могут использовать свое умение и бескорыстно жертвовать, передавать
Нет, Ну, природа не осуждается, это не негативно, это просто их природа. это природа. Да, это выгода, это не негативная для них, это для них норм. Норм. Вот для этого типа это норма. Да. Мгм. И четвертое, как можно их назвать? Вот, вот здесь у нас Это в чате ремесленники. ремесленники, да, Да. творцы, то есть те, кто могут руками что-то создавать. И у нас вопрос, могут ли это быть актеры, певцы, то Да, есть они к да, этому да, типу это относятся? именно они. Да. Мгм. Спасибо вам большое. А Мгм. также услышали, очень важно, чтобы как понять этот тип. Это в первую очередь понять, что я могу делать долго. Мы вчера говорили о идее жизни, о сверхидее. Да, это то, что меня вдохновляет, и я могу это делать и передавать другим. И второй момент очень важный, мы тоже вчера это затрагивали на творческой встрече с Дмитрием, с оператором. Мы говорили о наставничестве. Важно, чтобы у каждого был учитель, наставник, тот, у кого я могу учиться. Вот, друзья, видите, как у нас все пересекается, каждая встреча очень важна. Я надеюсь, что вы это помечаете себе, запоминаете и сможете уже сейчас пытаться реализовать эти шаги. Также у нас есть вопросы. Спасибо вам большое, Марина Замшарифовна. Такой вопрос беспокоит каждого, что если, например, у меня нет таланта водителя, то у меня не получится им никогда стать. А есть какие-то навыки, то есть это не талант. Мгм. Талант водителя — это уже там, я не знаю, если вы там, принимаете участие в гонках каких-то, да, у вас есть такое вот, ну, интуитивное чувство скорости, это другое немножко. Обычное, ну вот, например, каждый из нас может, научиться делать какие-то вещи. Вот. Но если у вас, ну, просто как топографический кретинизм, вы вообще уже не соображаете, как ездить, не запоминаете, и как бы вот просто у вас нет совершенно, ну как бы вы дальтоник, не различаете цвета светофора, есть какие-то серьезные ограничения, то да. Но в целом водить машину, мне думается, может, ну, процентов 90 человечества. Но другой вопрос, хотят или нет. Я, например, не хочу водить машину, поэтому я не вожу ее. Но я думаю, если бы прямо вот поставили передо мной цель, я бы научилась. Поэтому это не тот вопрос, над которым надо сильно виснуть. Мгм. Ну, есть еще другое понимание, тоже, мне кажется, важно раскрыть. Вот Георгий пишет: "Ну, я могу очень долго играть в планшет". Ну, конечно, вы можете очень долго играть в планшет и наслаждать свои чувства. Скажите, пожалуйста, какой в этот момент, что прекрасного созидается в вашем сердце? Скажите, пожалуйста, как вы полезны в этот момент обществу? Скажите, пожалуйста, как вы полезны в этот момент Богу? Вот, и тогда делайте все, что если вы я, например, тоже очень много провожу времени в телефоне, Мгм. потому что в этот момент я поддерживаю других на другом конце земли. Вот прямо сейчас мы ведем кинофестиваль, да. То есть я знаю, зачем я сижу с этим телефоном. Я не просто играюсь и бессмысленно. Знаете, время — это дар Бога, но и ответственность. Говорится, что время — это воля Бога. И вот, время вы ни секунду не вернете. Ни одной секунды назад вы не вернете. И поэтому, если мы тратим бессмысленно время, то фактически мы просто нам дают жизнь, а мы ее вот так выкидываем. Вот, поэтому подумайте, есть ли в этом смысл. Да, спасибо вам большое, это очень важно. По времени мы вчера тоже на одном из мастер-классов с Наташей говорили, цитировали режиссера Кшиштоф Зануси, польский режиссер, который в детстве Наташе подсказал, он сказал: "Спешите жить". И спешите не в виде там скорости, а в виде вот именно видения этой жизни, отслеживания всей жизни. Не тратьте время зазря. Конечно, наверняка планшет можно использовать и во благо, и просто в трату времени. И здесь очень важно обратить внимание на то, как вы проявляетесь в этом. Вот кто-то пишет: "Я могу долго играть на фортепиано". То есть человек, видимо, вдохновляется, да, а, долго, ну, вдохновляется этим. И музыка, она же прекрасна, она может вдохновлять других. То есть это Да, можно оценить вы как вот твое служение другим? я, например, очень часто слушаю музыку, и она меня умиротворяет, она меня вдохновляет.
И я бесконечно благодарна исполнителям, которые способны так воздействовать на меня через музыку. Поэтому это ваш дар, это ваш талант, и развивайте это, пожалуйста. Пусть вы несете вот такую красоту через это. И таким образом вы служите. Да, спасибо вам большое. Еще такой много вопросов по поводу того, что переживает, что чувствует вроде и там чувствует себя, и этим могут заниматься, и этим могут заниматься. И мне кажется, чтобы ответить на все эти вопросы, может быть, попробовать, если это возможно, описать человека, который нашел предназначение. Как он, кто он, какой он. Ну вот, например, я могу вас описать, и вашу супругу прекрасно. Для меня вообще, вот вы знаете, ребят, это у нас есть такое сообщество, называется Разум Лайф. И вот, кстати, у нас есть Разум Teams, такое направление для ребят. Это как раз-таки, это не то, что что-то такое, ну, как эксклюзивное найти предназначение. Это на самом деле нормально для каждого, нужно искать его. И нужно найти вот такое сообщество людей, которые, помните, был мультик «Гадкий утенок», когда маленький лебеденок ушел с куриного двора и сидел в дупле, потом увидел лебедей и сказал: да пусть лучше меня заклюют эти прекрасные птицы, и вылетел, и вдруг увидел, что он лебедь тоже, да. Вот, поэтому нужно найти вот таких людей, лебедей, я их называю, да, то есть не ворон каркающих, которые сплетничают, которые говорят, как все плохо, которые просто всякой ерундой занимаются, да. Вот сейчас так много таких каркающих ворон, поэтому первое, что найдите, или, во-первых, сами станьте лебедем, да, и, во-вторых, ищите этих лебедей. И никогда, никогда не откликайтесь на более плохое что-то. Это как Амар Хаям говорил: ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Поэтому никогда не волнуйтесь, знайте, что сам Бог заинтересован, чтобы вы нашли таких людей. Сам Бог заинтересован, чтобы вы встретили учителей. Сам Бог заинтересован в том, чтобы вы стали лучше. Это означает, что вся небесная канцелярия вам будет помогать. А вас, главное, это искреннее, сильное желание. Класс. Получается, чтобы найти предназначение, его нужно искать. Чтобы найти учителя, его нужно искать. То есть нужно что-то делать для этого. Тогда наша жизнь обретет смысл. Ведь так? Так и есть. Знаете, как я искала учителя? Я помню, прочитала: когда ученик готов, появляется учитель. Я подумала: ученик готов, это мне надо кучу, я кучу курсов проходила, кучу каких-то семинаров, кучу каких-то академий заканчивала и так далее. Но учитель не встречался. И тогда я еще больше, я языки изучала, что только не делала, опять учитель не встречался. Ну что делать? Я ездила в какие-то сообщества, учитель не встречался. И в конце концов, как сейчас помню, это был Новый год. Я встретилась со своей подругой 1 января, и она говорит: ну как прошла твоя новогодняя ночь, что загадала? И я просто рыдала. Я говорю: я прорыдала всю ночь. Она говорит: почему? Я говорю: потому что мне не встречается учитель. Потому что я так хочу, это будет встреча моей жизни. Я точно знаю, что этот учитель есть, и я хочу с ним встретиться. Я кучу встречала учителей, но я не чувствовала, что это мой учитель. Но потом, когда я встретила своего учителя, это, знаете, я просто поняла, в этот момент что-то такое вот раскрывается в сердце. Как будто, знаете, как будто внутри есть такой орех, который так и раскалывается. Мгм. И вот оно вот просто фонтанировать начинает, все, и у тебя появляется понимание. Но должно быть очень искреннее желание. И вот даже если вы, например, хотите стать специалистом в области кино, ищите самых лучших, самых лучших. Вдохновляйтесь от них, обучайтесь, потому что нам нужно стать во всем профессионалом. Я имею в виду во всем, не во всем вообще, это невозможно, но то, что вы выберете, нужно наращивать глубину, а для этого нужно найти, искать глубоких людей. Здорово, очень вдохновляешь. Меня вдохновляет. Я надеюсь, что наших участников тоже. Кто-то пишет, что уже нашли учителя, кто-то пишет, что мой учитель сам меня нашел. Наталья пишет о том, что счастлива тем, что попала на Киносвет и нашла здесь учителей по Божьему провидению. Вот, то есть откликается. Я чувствую, что это очень откликается нашим дорогим слушателям.
А, ищите лебедей. Да. Понравилась эта фраза ребятам. Ну, у нас встреча, можно так сказать, уже будем ее двигать к завершению. Вопросов много, и у ребят тоже есть некие сомнения, все-таки до конца, может быть, не понимают, а как это все-таки. Есть еще сомнения, что вдруг я не найду предназначение, или вдруг у меня нет талантов. И спрашивают, а какими качествами должен обладать человек, чтобы познать свое предназначение? Первое качество — человечность. Человеком ты родился с маленькой буквы, но человеком тебе предстоит стать. Вот если мы будем проявлять качество человечности, мое домашнее задание вам — обсудите, пожалуйста, что такое человечность, в чем она проявляется. Разные аспекты жизни затроньте. И, пожалуйста, потому что если мы еще почему есть такое слово «нелюди»? А кто это такие? Потому что снаружи они могут абсолютно, мы выглядим одинаково. Мы выглядели одинаково, будучи нелюдем, будучи мещанином, будучи обывателем, Мгм. будучи человеком с большой буквы и будучи слугой Господа. Что это такое? Это человек, который посвятил свою жизнь. Вот рассмотрите разные этапы человека. И как вы думаете, на каком из этапов человеку откроется предназначение? Сами найдите этот ответ. Найдите, пожалуйста, на каком из этапов может встретиться учитель. Например, почему человек может возле него стоять учитель, почему Иисус Христос проповедовал стольким людям, почему так мало людей его слышало, что мешает нам слушать. А что мешает нам следовать, еще меньше последовало за ним. Вот давайте мы с вами будем сами искать эти ответы на вопросы, потому что иначе я буду все время спрашивать, но я должен найти ответ вот здесь. Как я здесь должен найти счастье, любовь, преданность. Вот здесь я все найду. Поэтому давайте начинать этот путь прямо сегодня. Для меня очень важно сейчас было услышать вообще за сегодняшнюю встречу, что талант уже есть у меня, то есть он уже Господом мне дан, то есть моя задача его найти. Предназначение есть, у всего в мире есть предназначение, значит и у меня оно тоже есть. И сейчас вы сказали о том, что и ответы на вопросы тоже есть уже внутри, просто над ними нужно размышлять, их нужно задавать себе и честно отвечать. И, и учитель, я думаю, что он тоже есть, ведь так? Конечно, конечно, это заинтересованность Бога. Просто наша задача понять, что Бог — это самый лучший друг, который знает все наши помыслы, который на самом деле ведет нас, дает подсказки, посылает учителей. Он полностью в этом заинтересован. Наша задача тоже дать ему руку и сказать: Мгм. веди меня от моего невежества к знаниям, веди меня от этой обусловленности к просветлению. Пожалуйста, веди меня путем, который ты мне уготовил. Здорово. Меня очень вдохновляет. Я Конечно, надеюсь, что потом, пожалуйста, мне расскажите, что, как у вас получится с ребятами, хорошо? да, мы получили домашнее задание, это теперь наша ответственность. Это, ну, как бы углубиться в это домашнее задание, и обязательно, конечно, я постараюсь с вами поделиться теми ответами, которые мы постараемся с ребятами нащупать и почувствовать сердцем. Я Спасибо буду вам рада. большое за эту встречу. Прощаться не хочется. И, конечно, если бы мы были в Минске, мы могли бы встречаться чаще. И я очень надеюсь, что в следующем году вы можете к нам приехать, и мы уже лично встретимся, обнимемся и вот так вот сокровенно, может быть, сердечно поговорим. Я не могу назвать сегодня это встречей, мне кажется, это был такой очень сердечный диалог. Вы открыто поделились той мудростью, которая у вас есть. Спасибо вам большое, Марина Замшарифовна. И мне вот хочется напоследок сказать, вы затронули, что вот есть проект Разум Teens, да, вот есть мы выставляли сайт, Коля, можно еще раз показать сайт, пожалуйста, Разум КЗ. Пожалуйста, друзья, заходите, есть, многие спрашивали, что вот как дальше, куда идти дальше. В интернете уже много чего есть, и есть учителя, и есть наставники, и профессионалы есть, которым можно писать, можно спрашивать. И есть даже целые проекты, где объединяются подростки, дети вместе и вместе углубляются в эти
вопросы, ищут ответы, находят их, делятся опытом. Вот такой замечательный проект под руководством Марины Замшарифовны называется «Разум Teens». На сайте Разум.kz, поищите его, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это как клуб, это, насколько я правильно, может быть, вы чуть-чуть расскажете о нем, Марина Замшарифовна? Да, Разум Teens, там ребята, это, знаете, как вот это вот маленькие лебеди, которые подрастают. Вот это, вы можете примкнуть к этой стае. Это ребята, которые развивают разум и уже хотят научиться наилучшим образом реализовать себя и научиться служить другим. И сейчас мы планируем запустить школу Линнель «Лидер новой эпохи», и где мы тоже будем ребята от 16 до 22 лет, а в Teens там от 10 лет. Вот, поэтому вы можете туда присоединиться. Есть Инстаграм Разум Teens, есть ВКонтакте, в общем, везде наберите Разум Teens, и вы попадете туда. Вот, и я уверена, что вы найдете там кучу друзей с разных стран мира. Здорово. Вот, так что присоединяйтесь, будем махать крыльями вместе и взлетать выше. Будем становиться лебедями. Если можно, пожелайте нам что-нибудь, пожалуйста, на вот эти оставшиеся дни, которые мы будем вместе дальше углубляться в тему предназначений, встречаясь с каждым мастером. Вот, может быть, благословите нас, пожалуйста. Я, знаете, что хочу? Я хочу, чтобы вы почувствовали за эти дни особое вдохновение. И чтобы эти дни вдохновили вас на дальнейшее развитие, и чтобы мы не расставались. Я очень люблю вечные отношения, поэтому я очень хочу, чтобы у вас этот фестиваль не заканчивался, а чтобы вы, несомненно, нашли то, что дальше продолжать и продолжать, потому что доверие, оно рождается именно в долгосрочных отношениях, а вообще-то по-хорошему вечно. Поэтому пусть ваш фестиваль не заканчивается. Спасибо вам большое, Марина Замшарифовна, за эти наставления, за благословение, которое вы даете, и за ту мудрость, которой вы с нами поделились. Будем стараться углубляться в чате, поэтому, дорогие друзья, мы не прощаемся, мы сейчас переходим в чат, у нас есть задание, у нас есть что делать, поэтому будем продолжать общение там. И буквально уже минут через 40 у вас будет встреча еще с Алексеем и Еленой, мультипликаторами, которые согласились ответить на ваши вопросы по созданию мультиков. Встреча будет проходить в Zoom, ссылку вы получите в чате Телеграма. Вот, мы не прощаемся, сегодня нас ждут еще кинопросмотры документальных фильмов и вечером встреча с замечательной актрисой Тиной Корзун. Поэтому до встречи.